Всем привет! С вами Макс, вы на канале Широко Шагая. Что вы знаете о моделизме? Это дорого, это кропотливо, это затягивает. Сегодня я предлагаю посмотреть на результаты трудов моделистов в Доме культуры НИИТ. Сегодня там проходит фестиваль «Железнодорожная модель». Погнали! «5 декабря в Доме культуры НИИТ открылась выставка-фестиваль «Модели железных дорог». Выставку открыло Всероссийское общество любителей железных дорог в сотрудничестве с ОАО РЖД и клубом моделистов Малой Московской детской железной дороги в Кратово. Выставка посвящена 170-летию магистрали Москва-Санкт-Петербург. И вот мы попадаем в удивительный мир моделизма. Легендарная чешская тройка ЧС-2Т, ЧС-2 и ЧС-7. Он из семерки нас даже приветствует. Макет сам по себе неоднороден, он состоит из отдельных элементов, которые любители сами собирали отдельно. Поэтому здесь мы видим и Косту, и Беларусь, и какие-то мосты, станции, платформы, даже элементы Дикого Запада и какого-то сталкера. Но это макету только в плюс, поскольку каждый отдельный элемент – это неповторимая история, которой можно проникнуться, в которую можно всматриваться очень долго. Детализация порой поражает самые бурные фантазии. Помимо H0 здесь есть и стандарт ТТ. И тоже представлен шедеврами. Удивительная проработка для такого миниатюрного размера. Легенда Октябрьской магистрали. 170 лет как-никак. Вначале, да, скоростное движение осуществлялось посредством тепловозов Т7, потом ЧС-2 модернизированные, а уже затем шестерки, 200-ки, Р-200 и Велара Рус Сапсан. Впервые выставляется в полном объеме, то есть это модели, которые производятся сейчас малосерийно. Вот у нас очень талантливый конструктор и производитель малосерийной отечественной тематики Анатолий Кожуховский, это и его мастерская. Они вот представили несколько образцов современного подвижного состава, фактически того, который можно увидеть даже на, в общем-то, сейчас отечественных железных дорог, вот уже буквально рядом с нами, работающие на МЦК, на диаметрах,
есть это практически все. Это локомотивы группы Синара, локомотивы отечественных железных дорог, работающие с грузовыми поездами, в основном на дальних линиях, связанных с перевозкой большегрузных маршрутах. В общем-то, на нашей московской дороге мы их не видим. Место на самом деле уникальное. Кто бы мог подумать, что в 2021 году еще можно увидеть зеленые Р2, Р22, а еще электровозы ЧС-2 на станции Хоста. Сборный, так сказать, состав на Свердловской ЖД, вот локомотив, вот Т-116, Приписки, ТЧ-13, Дружинина. Но в данном виде он еще в окраске сургутской. Вагоны. Часть собрана нами, юными моделистами, и лично мной, руководителем. Часть моделей покупные, фабричные, фирма, Лоленд. Вот в целом составчик достаточно интересный. Стоит отметить, что принцип управления подвижным составом изменился. Если раньше это был аэростат, который был и реверс, и регулятор скорости, то сейчас напряжение на рельсах постоянное, и локомотивы управляются от телефона через Wi-Fi или Bluetooth. 21 век, господа. Отдельного восхищения заслуживает подвижной состав с нанесенными следами эксплуатации. Пыль, сколы, ржавчина, неоднородность покраски. Вот это вообще самое крутое. Пыль скопилась. Супер. Ну а здесь сразу видно, перед нами настоящий ветеран. На этой полке представлена эволюция Красной Стрелы. Начиналась она еще с деревянных вагонов. Кстати, первый класс, коим являлась Красная Стрела, имел синюю окраску. Это уже потом ее перекрасили в красную.
И вот таким красивым стримлайнером она велась. Паровоз 232К номер 2. Далее представлен П-36, уже с цельнометаллическими вагонами. После него вагоны уже поменяли свой цвет на привычный нам красный. И стрела стала по-настоящему красной. Первый чешский электровоз, ЧС-1, ЧС-3. Передаточным они отличались, насколько я помню. Ну и уже привычная нам картина. Шестерка и Аммендорфы. Выставка организована Всероссийским обществом любителей железных дорог при участии ОАО РЖД. Также в выставке участвуют воспитанники Малой Московской Ветской железной дороги, расположенной в поселке Кратово. Вот только сейчас узнал, что узкоколейный подвижной состав тоже делают в H0, и называется он H0E, узкоколейный. Модели детищ Рижского вагоностроительного завода, собственно, дед и внук. Дизайн кругломордый, на мой взгляд, это просто шедевр на все времена. Какие линии, какая грация. Класс. Очень любопытная коллекция. Это представлена коллекция в честь юбилея, 170-летнего юбилея постройки первой магистрали Петербург-Москва, вот, которая фактически положила начало строительству, массовому строительству отечественных железных дорог. И, конечно же, одно из таких, скажем, нарицательных имен или имен собственных или удивительных имен, легендарных имен, это стало имя Красной Стрелы, поезда, который здесь в коллекции представлен. Поезд «Красная стрела» представлен в различных видах, какие поезда, причем она далеко была не красная в свое время, она была даже и синяя стрела. Первый класс. Да, первый класс, это были вагоны еще деревянные, потом металлические, потом они, собственно, окрашивались в различные цвета, но они, собственно, не синие, они скорее такой кобальтовый цвет. Потом уже «Красная стрела» стала действительно «Красной стрелой». Ну и, конечно, локомотивы, которые сейчас представлены, это удивительные произведение искусства, филигранная работа. Если вы можете только представить, что этот масштаб вообще даже не H0, а 1 к 120. То есть это просто удивительное качество исполнения.
прекрасный ТЭП-70 в заводской окраске и целая кладезь ТЭМ-1 разных расцветок, разных номеров, голубой и зеленый. А заканчивается, что логично, ТЭМ-2. Здесь мы видим прекрасные образцы прекрасного подвижного состава. Машка, 2Т-116 и Новочеркасский ВЛ-10. Великолепное качество исполнения. Восхитительно. Такое, ребят, надо видеть вживую. Подели из ТГМ-1 снегоочиститель и побитая жизнью Яуза. Опаньки! Кто знает, по какому разрешению электровоз возвращается на станцию, пишите в комментарии. Впервые для публичного обсуждения или публично представлены, впервые были представлены двухэтажные вагоны. Еще царские. Да, произведенные до 1914 года, они использовались для перевозки, ну, скажем так, личного состава, пассажиров, воссозданы по чертежам, и, в общем-то, это предвестник двухэтажных вагонов, так что идея далеко не нова. Плюс еще очень интересная коллекция была выставлена, во-первых, военной техники. Да, за него глаз, конечно, цепляется. Ракетных войск стратегического назначения. Это специальные погрузочные агрегаты, платформы для перевозки крупногабаритных грузов, так называемых изделий. Ну, в общем, это ракетных войск стратегического назначения. У нас один автор этим, собственно, детально изучает, воспроизводит эти модели, в общем, в строгом соответствии с прототипами. Здесь представлена ракетная часть выставки. Далее мы видим всеми любимый БЖРК, а чуть ближе показано, как транспортируют межконтинентальные ракеты. Вот она обмотана брезентовым чехлом на транспортере с вагонами прикрытия. Офигенно! Вот такое классное заболевание существует. Поблагодарим Всероссийское общество любителей железных дорог за то, что организовали эту встречу, эту выставку, эти покатушки на стенде. Будем надеяться, что это далеко не последняя выставка. А так, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал.